Всем привет, с вами Кисель. Пришла тут одна идея. А что если попробовать угнать корабль и позабавиться на нем, используя его в том или ином геймплее, чтобы обогатить свой кошелек? Идея сработала, и есть способы угона кораблей пиратов, как выяснилось. Но угон, скажем, пиратского Катласа Блэка показался детским садом, и планка была поднята до капитального корабля Полярис. Не один день тестов ушел на это, так как в новогодние праздники сервера Star Citizen что-то потряхивало. И это получилось, и это работает. Сейчас вам все подробненько расскажу. А вы пока не забудьте поставить лайк и оставить комментарий, это очень поможет мне и каналу. Спасибо. Что нам понадобится для всего этого дела? Броня. Желательно тяжелая, чтобы можно было поставить тяжелый рюкзак. Можно и среднюю броню со средним рюкзаком. Да и по большому счету можно и в легком обмундировании это дело сделать. Но броня нужна, иначе рюкзак не закинуть. Оружие. Желательно заиметь пулемет из-за большого запаса снарядов в обойме. И патроны. Куча патронов. Магазинов 20 минимум. Я брал вообще 50 штук на всякий случай. Медпистолет не понадобится, но я думаю, вы всегда его с собой носите, так что не повредит. Мультитул с насадкой в виде тягового луча понадобится. Насадка на мультитул для распила и починки корабля под вопросом, как и большой инструмент, так как чинить вам вряд ли что-то придется, но на всякий случай я бы взял... И не забудьте, полные канистры, пару штучек, на всякий случай. Медпены не нужны. Еда тоже под вопросом, так как у вас там будет работать медкойка, которая непонятно как и через какое отверстие, но накормит и напоит вас. Что по кораблю? Корабль я бы брал тот, который позволит вам катапультироваться и быстро его покинуть, а не бежать полгода по коридорам, ибо он может просто помереть, и вы вместе с ним. Также на корабле заранее рекомендую в боевом режиме понизить тепловое и электромагнитное излучение. Подробнее об этом говорилось в видосе про стелс и незаметность. Если вкратце, вырубайте все в минимум, а пушки и систему жизнеобеспечения вообще отключите. Летим в систему Стентон. И у любой планеты берем боевое задание 8 уровня в разделе найма и летим на задание. По прилету ожидаем спавна Поляриса и в боевом режиме с заранее выставленными пипками силовой установки на минимальное потребление на бусте летим к нему на всех парах. После чего на расстоянии плюс-минус километр-два дергаем катапульту или же покидаем корабль другим способом. Если на вашем корабле выход из корабля только через опускающийся пандус, то заранее его откройте. Иначе можете не успеть. После чего ваш корабль, естественно, уничтожаете, но вы глазками ищете, где находится этот Полярис, и не отворачиваемся от него, чтобы не потерять его. Он будет двигаться какое-то время после того, как уничтожит ваш корабль, на котором вы прилетели, и уже потом остановится. Ваша задача — лететь к нему в броне. Внимание на вас противник обращать не будет. По правому и левому борту у центральной массивной части корабля, там еще турели по бокам рядом, будут двери за металлической выдвижной заглушкой. Ваша задача — взять ваш пулемет и расстреливать эту дверь, пока она не откроется. В моем случае ушло вроде магазинов 6. И все, вы на корабле. Если последующая дверь не откроется, то также стреляем в нее с пулемета. Дальше, уже когда будете в интерьерах корабля, двери будут открываться сами, но могут лагануть. И тогда вам снова придется доставать свой пулемет или же на инженерном терминале заранее их все открыть и заблокировать их, чтобы они не закрывались. Пробегаем до капитанского мостика и сносим капитана. Усё, корабль ваш. Можете садиться куда хотите, открывать инвентари в комнатах экипажа, грузить технику, воровать с него торпеды, чтобы зарядить на такой же, который вы использовали до этого, и так далее. Но выкиньте нафиг капитана с корабля, потому что могут быть проблемы. К примеру, вот такие ужасы Лавкрафта я наблюдал, когда все это тестировалось. Также не отменяйте ни в коем случае миссию, которую вы взяли, и будьте готовы к следующему. Как вы сядете в кресло пилота, которое слева впереди,
Вам нужно будет отпрыгнуть в любую точку, и миссию, на которой вы взяли Полярис, не вздумайте выполнять или закрывать ее. Просто улетайте. А я напоминаю, что у меня есть мой телеграм-канал, где выходит различная информация, которая даже не доходит до видео. Если хотите поддержать меня, контент и канал, то есть мой Бусти, где видео выходит раньше, а также проходят кое-какие стримы увеселительного характера, ну или привычные донатики. Все ссылки в описании. А то видеопроизводство по космосимам дело нынче неблагодарное, особенно снимать и по Elite Dangerous, и по Star Citizen. Так, теперь важно. У вас на корабле работает абсолютно все. И турели работают, и стреляют по противнику. Но турели не наносят урон по пиратам, к сожалению. И я расскажу, как это решить, но позже. Система противоракетной обороны работает и наносит уже урон по пиратам и сносит ракеты. А ракеты под управлением пилота также работают и наносят урон по пиратам. Турели, которые управляются из кабины, также наносят урон по пиратам и работают. То есть у вас уже есть под жопой капитальный корабль с большим отсеком подгрузы, куда влезет еще и техника, куча торпед, ангар и прочее, что на нем доступно, включая работающий медотсек. Главное, запомните, не подлетайте к станциям, если у вас сидят пираты в турелях, а там прям NPC пиратские, которых можно убрать, позже расскажу как. Если решили парковаться на станции, не выходите из корабля, он пропадет. И паркуйтесь только тогда, когда вы уже выселили NPC из турелей. В таком виде вы можете выполнять какие-никакие боевые миссии и миссии доставки, ну или же даже боевые миссии, где нужно уничтожать одного мощного противника, так как вы можете прилететь, спуститься вниз за терминал управления торпедами и дать ими залп по противнику, а система противоракетной обороны распилит мелочь. Не быстро, конечно, но распилит. Но это если вы один, а можно же собрать тиму. Для начала корабль нужно подготовить к приходу своих комрадов, а именно убрать NPC из турелей. Вам нужно вылететь из корабля и подлететь к турелям в упор к стеклу и начать стрелять. И в этот момент продвинуть пушку внутрь кабины. На видеоряде показано, как это я сделал. Таким образом, пират помрет. Да, с первого раза не получится. Но поверьте, руку вы быстро набьете. Как пират помрет, турель будет доступна для управления игроком. Но не все турели будут рабочими. Те, что по бокам корабля, останутся нерабочими. Почему, не знаю. Вы просто-напросто не сможете в них сесть. Таким образом, полный экипаж будет состоять из одного пилота, 3 турельщиков в обитаемых турелях, 1 торпедчика и 2 турельщиков, которые будут управлять турелями из кабины. Эти 2 турельки маленькие находятся сзади корабля, если что. Одна ракетная, другая лазерная. Ракетная по большей степени бесполезная. Вы скажете, у меня нет столько друзей. А столько-то да и не нужно. Хватит 2 игроков. Вас, пилота, и вашего друга, который будет внизу в начале боя управлять запуском торпед по большой цели. И после того, как эта цель будет уничтожена, пересядет за управление нижней турелью. В таком формате вы сможете совершенно спокойно делать миссии 8 уровня в Стентоне, как это делал я. Да и заходы в Пайрон на червя никто не отменял. В общем, куда пристроить корабль, вы придумаете сами. Он потянет вообще все, что хотите. Один момент. Если вдруг полетите в систему Никс, бить вандулов, то можете не выпиливать NPC из турелей, так как урон по кораблям вандулов проходит с них без каких-либо проблем. И да, конечно же, корабль может летать через червоточину в другие системы. Но, как всегда, возможны баги и вылеты, так как разработка игры началась совсем недавно, и на релизе все починят. Откидывать вас будет периодически, с чем связано, не знаю. Маркером начала проблем будет ломающийся звук. Если вы один и так вылетели, корабль вы потеряете. Ну или как повезет, просто вы появитесь либо на корабле, либо у себя в кроватке, где были прописаны. А вот если вас несколько людей на корабле, в пати, то пока один на корабле, все будут спокойно заходить на него и проблем не будет. Получается, что в игре можно так делать, и это круто. Конечно, на себя этот корабль вы не перепишете, чтобы он был у вас всегда. Но сам процесс получения и подготовки корабля довольно легкий.
А я напоминаю, что корабль стоит 975 вечно зеленых долларов, а вы можете на нем покататься бесплатно и поделать контент. Кажется, минусов тут нет никаких. Единственное, да, могут быть проблемы с багами и лагами, но по этому поводу все вопросы к разработчикам. Почему оно может себя вести нестабильно, лично для меня непонятно. Но в большинстве случаев проблемы начинались, если я был на этом корабле в команде с кем-то, а когда в соло, проблем не было и вовсе. Надеюсь, все подробно объяснил, все подробно показал. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.